Ступая по дороге своей жизни, внезапно я нащупала фобию пыли у разных групп населения. Посему этот ролик я посвящаю тем, кто не желает видеть пыль, убирать пыль и дышать ей в своем собственном доме. И поговорим мы о том, как интерьер вам в этом может помочь. Закрытое хранение. Первое правило любого пылефоба – не оставлять врагу ни одной горизонтальной поверхности. Все хранение должно быть закрытым и скрытым. Никаких консолей, никаких милых полочек с безделушками, ничего не должно намекнуть на то, что здесь место, куда можно осесть. Тогда уставшая пыль, отчаявшись искать себе место в этом мире, смирится со своей судьбой, осядет на пол и будет уничтожена роботом-пылесосом, которому хорошо бы убираться в вашем доме вместо вас каждый день. Но если стены у вас будут не гладкие под покраску, а, например, декорированы кирпичной кладкой или какими-то фактурными поверхностями, в общем, любыми материалами с ярко выраженной структурой, то на ней по всей ее площади может оседать пыль. В отделке используйте не электростатические материалы, без поливинилхлорида, которое электролизуется. Идеальные покрытия – это плитка, пробка, дерево. Они не притягивают пыль, они экологичны и приятны на ощупь. А деревянные паркеты, например, из лиственницы, будут стоить даже дешевле, чем некоторые виды полов с примесью поливинилхлорида. Вы удивитесь, но пластиковые стулья – это прекрасное решение для дома. Некоторые все еще воротят нос и через губу говорят, что стулья должны быть с обивкой, ибо не царское это дело на пластике сидеть. Но при этом эргономика таких стульев может быть гораздо продуманнее и удобнее, чем у стульев с мягкой обивкой, но ужасными углами и наклонами плоскостей. В текстильных обивках, в щелях, в швах и стыках всегда что-то собирается. Их надо пылесосить и замывать, а за пластиковыми стульями легко ухаживать. Их не надо пересобирать, они не истираются. Это они обслуживают вас, а не вы их. Еще есть пластиковые стулья, которые подходят даже в классический стиль, что полностью развязывает вам руки для творчества. Что касается диванов и мягких кресел, оптимальный вариант – выбирать мебель, с которой легко снять и постирать чехол. Таких вариантов много среди модульных диванов. Или можно выбрать диван с кожаной обивкой, в которую пыль не проникает и которую легко протереть. Однако, если у вас есть ручной пылесос, вам станет легче жить. Хранить его можно в шкафу или за шторой. Главное заранее предусмотреть для него в этом месте розетку для подзарядки. От большого количества волосатых ковров, к сожалению, придется отказаться. Ковры хорошо зонируют, но для пылефобов и аллергиков они не подходят по очевидным причинам. Если хочется тепла, то лучше всего заранее подумать про теплый пол, который можно уложить и под плитку, и под доску. Есть специальная инженерная доска, которая укладывается на теплый пол. А если душа наперекор всему все же требует ковры, то можно посмотреть на ковры из сизаля и джута. Они достаточно жесткие, хотя при этом довольно износостойкие. Плотные тканевые гардины в пол не лучшая идея для тех, у кого напряженные отношения с пылью. Разве что вы не против стирать и гладить их раз в месяц. А вот римские шторы из водоотталкивающих материалов, которые легко протереть влажной тряпкой, подойдут идеально. Есть специальные рулонные шторы, пропускающие свет, но скрывающие жильца. Они хороши еще и в случае, если вам хочется скрыться от глаз многочисленных наблюдателей, обязательно живущих в многоэтажке напротив. Но жить в светлой квартире при этом тоже хочется. Для этой функции они подходят идеально. В санузлах предпочтительно подвесная и встроенная сантехника, желательно не касающаяся пола. Унитаз лучше сделать подвесным, с инсталляцией. Во-первых, под таким легко мыть пол. Во-вторых, меньше плоскостей для сбора пыли. И неизбежной грязи на бачке не будет, если сам бачок встроен в стену. На виду останется лишь одна кнопка смыва. Выбирать лучше смесители и сантехнику простой лаконичной формы, потому что за ними гораздо проще ухаживать, чем за их кучерявыми собратьями. Вообще все околоклассические направления лучше забыть, если приоритет создать антипыльный интерьер.
Любые молдинги, филенки, витиеватые ручки, пышные обивки с защипами, хрустальные люстры и текстильные торшеры добавляют в интерьер места для сбора пыли. Вакуумные пакеты – это великое изобретение человечества. Они чрезвычайно удобны для хранения несезонных вещей. Сложенные на обычных полках, они покрываются и пропитываются пылью, а в пакетах они компактны, защищены и поэтому непобедимы. Посему лучше убирать чистую одежду в вакуумные пакеты, которые уберегут ее, упростят вам уборку и защитят от моли. Робот-пылесос должен принять на себя большую часть защиты. Хорошо бы, чтобы у него была функция полноценной влажной уборки. Еще лучше, чтобы он не просто водил за собой тряпочку, но и тер ей. Такие модели, конечно, стоят дороже, чем те, что просто подметают пол, но они и лучше. Планируйте под него место заранее, например, в цоколе корпусной мебели, или подбирайте такие диваны и кровати, высота которых позволяет запустить под них робот-пылесос. Тогда он будет следить и за этими труднодоступными местами и не позволит там скапливаться комьям пыли. И да, кстати, они хорошо дружат с полами из дерева. Это проверено на себе. А некоторые полы вообще хорошо бы увлажнять, особенно в отопительный период. Как бы некоторые ни полагали, что растения помогают очищать воздух в доме, если смотреть на этот вопрос в цифрах, то для того, чтобы растение выделяло хоть сколько-нибудь значимое количество кислорода в помещении, вам придется заставить растениями вообще все помещение, не говоря уже о том, что их эффективность сильно зависит от внешних факторов. Например, количество людей в помещении и его размера, влажности и освещенности. Но даже если заставить все помещение растениями, освежающий эффект от них будет значительно слабее, чем от открытого окна. А от пыли они не то что не помогают, а только ее собирают и требуют регулярно протирать каждый листочек. И, конечно, самый лучший, хоть и не самый дешевый способ обновлять воздух – это с помощью приточно-вытяжной системы вентиляции с фильтрацией и с увлажнением. Тогда окна можно будет и вовсе не открывать. Но если ремонт уже завершен, то вам могут помочь также отдельно стоящие очистители, увлажнители и мойки воздуха. Хотя и для них, конечно, лучше заранее продумывать место. Со всеми этими приборами дышать в помещении станет легче. А в описании к видео вы сможете найти ссылки на мои курсы по дизайну и подготовке к ремонту и по профессиональной стилизации интерьера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на бубенчик, чтобы узнать о выходе новых роликов. Всем дизайн!